Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Весы на канале Таро Испирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Ваша судьба со дня на день. Какие события скоро буквально ворвутся в вашу жизнь? А я такое могу предположить, потому что более активная вторая половина месяца июня, сам конец, и июль месяц. Так вот, мы с вами рассмотрим, да, какие события буквально идут на ваш порог. И этот период будет от нескольких, может быть, дней у кого-то. У кого-то иногда так в нашей жизни бывает, когда за пару дней, нам кажется, происходит больше, чем за месяц, а то и за год. Так вот, тут завершение июня и первые 2 недели июля. Это как время поиска новых смыслов. Итак, с чем это будет связано? Давайте нам карты пасьянса и расскажут, и покажут. Будем реалистами, рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла тоже. А ретро-Плутон приглашает нас куда-то не торопиться. Та тема, которая сконцентрировалась на начало июня, скорее всего, будет решаться в течение лета. А в знак, точнее, Тельца заходит у нас планета Хирон. Это как символ священной раны или какого-то надоевшего сценария. И тут тоже быстро не пойдет. Но позитивный момент. Планета Юпитер, как мы символ большого счастья, переходит в знак зодиака Лев и пробудет вот это время. Еще и Венера тоже в знаке Льва, а планета Венера – это ваша планета-управитель. Поэтому тут какая-то возможность приходит. Причем та возможность, которая будет связана либо с тем, что происходит вокруг вас, как назовем это обстоятельства, и перемены в жизни людей. Спокойное течение жизни, тем не менее. Более того, прочный союз. Это могут быть важные контакты, важные люди. Возможно, это вопросы личной жизни, которые будут у вас тоже приобретать новые смыслы. Давайте разложим, посмотрим, что нам еще подскажут карты. Возможно, и ожидания. Ну, вот это то, что я говорила. Ретро-Плутон. Ну, есть какая-то тема, которую так вот ее, знаете, нахрапом, скажем, или каким-то, ну, я надеюсь, вы понимаете мой сленг, или это ваш импульс, ну, вот хочу быстро это осуществить, а нам говорит, а нет, так быстро не пойдет. Более того, тут 2 замедления. У нас и замедляется Меркурий, потому что ретро-Меркурий тоже у нас будет, и стало быть, ну, вот какая-то тема быстро, ну, как бы ты не хотел, как будто не извернешься наизнанку, быстро что-то не решишь. Поэтому куда-то можно себя не подгонять, не пришпоривать, мои дорогие весы. Не все в нашей власти. И тем не менее, бокал, гости. Либо вы в гости, либо к вам гости. Вот, кстати. Какие-то встречи будут у вас интересные. Ух ты, семейное счастье. Вопросы личной жизни могут выйти, прям так и хочется сказать, на первый план. И пусть эти вопросы жизни, более того, смотрите, личной жизни. Если мы говорим о всех планетарных транзитах, это, скорее всего, та история, у вас еще и сердце. Кто-то добивается вашего сердца. Может быть, это как новое знакомство, или пусть это что-то нам знакомое, старое, но это с какими-то новыми энергиями, с новыми желаниями, мои дорогие, как по отношению к вам. Вы можете быть очень притягательны, интересны кому-то, очаровательны, мои дорогие, правда. Но это может быть и с вашей позиции. Есть какой-то человек, с которым хочется познакомиться поближе. И тут, скорее всего, эта связь будет продолжена, это точно, до конца июля как минимум. Ну, плюс-минус. А более того, для кого-то будет свидетельствовать о переводе отношений на новый уровень или как минимум вы задумаетесь об этом. И вот я смотрю, что мы можем еще с вами соединить. Не вижу я совпадений. Вот чаще так и бывает, когда выпадает именно свеча. Нам не говорят о том, что тут что-то прямо так быстро. Да? Может быть, вы и сами. Я такое тоже не исключаю. Пауза. Когда у кого-то из вас будет не просто усталость, а когда вы себе говорите, а я не хочу в этом торопиться. А какой-то человек будет наоборот, может быть, где-то вас, ну как так, иносказательно говоря, подстегивать или ждать вашего ответа. Вот это я тоже не исключаю. Вы тут что-то как переиграть можете. Ладно, давайте с вами у карт Таро спросим дальнейших советов. И первый наш вопрос.
Что скрывает будущее? Какие тайны? Что изменит ваши планы, мои дорогие весы? Что же изменит ваши планы? Может быть, и направления какие-то изменит. Что вас будет радовать? Что вам будет помогать? Что как за вас? Вот те энергии, которые действительно, ну, как вам приносят какой-то или эффект, или помогают. И к чему все идет? Что будет продолжаться, возможно, до конца июля. По основным сферам жизни достанем по одной карте. И что ждет весов? Любовь, личная жизнь. Финансы. Что ждет в деньгах? Вот конкретно. Ваши достижения. Опять же, что ждет в документах, юридические вопросы, важные контакты, может быть и лица, документы. У кого что? Ну, у кого-то и учеба, почему нет? Итак, что же изменит ваши планы? Туз мечей. И вот интересно, по арканам пассианса так бы не сказал, что уж прямо резко как-то меняются ваши планы. А тем не менее, эта карта, я часто ее называю выход из лабиринта. Или из какой-то липкой путаницы, мои дорогие. Это может быть, что изменит ваши планы. Ну, как какая-то новость. По тузу мечей это даже бывает такая колючая новость, а тем не менее лабиринт заканчивается. Это может быть неожиданное решение какого-то человека. Вам может это быть не просто неожиданно, а как-то, знаете, ну, когда как застает вас это врасплох, и вы будете думать, окей, а что мне с этим делать? И поэтому, правда, вы тут сами можете пытаться как будто как уйти от решения какого-то вопроса, потому что это неожиданно. Либо вам захочется в этой теме поподробнее разобраться. У кого-то из вас это будет связано с поездкой, возможно, с переездом, с решением, да, как переезда куда-то далеко, может быть, на длительный срок. Возможно, то, что вчера как не откликалось, сегодня, наоборот, приобретает вот эти самые новые смыслы. И это может совпадать как и с решением конкретных людей, но и вашим тоже интересом. Вы можете быть поставлены, это точно. Какая-то история взаимоотношений. Опять же, мы все разные. У кого-то это проиграется. Какая-то, ну, иногда мы говорим ностальгия, да? Как дежавю, я такое предполагаю. Если две планеты, которые у нас в этот момент совпадают, и ретро-Плутон, ну и ретро-Меркурий, да? Когда к вам что-то возвращается. Сказать, что мы как начинаем что-то вот с нуля, сама по себе, инициатива, инициация, я не могу. Но это прекрасное время переделать, пересмотреть, передоговориться, переподписать. Может быть, контракт, у кого-то рабочий контракт, у кого-то брачный контракт, у кого-то это будет ситуация, которая связана именно с перемещением куда-то. Надолго, на короткий срок. Могут быть тут самые разные сферы интересов. Вот смотрите, по мечам тут правда логика, ведь мечи это всегда интеллект. То, что вы сами хотите решить с более таких здравых позиций, ну и, понятно, себе не навредить. Но здесь могут быть и чувства. У кого-то это будет вот та конфигурация взаимоотношений, когда, пусть это не для всех, но у кого-то, поэтому я должна озвучить, как ваши чувства закончились. И в тот момент, когда ваши чувства закончились, у кого-то они как воскресли заново. Вот, мои дорогие весы. И в ваш адрес могут быть проявлены некоторые знаки внимания. И будет это неожиданно. Верить этому человеку или нет. Вот и такая дилемма тоже может быть. Но так или иначе, это меняет ваши планы. Поэтому задуматься о чем-то вам придется. Вот вам вот эта листва, пауза или ожидание. Вы прописаны ожидание. Поэтому вам куда-то самим, может быть, не хочется торопиться, а что-то сделать более основательно. Что вам помогает? Когда вы символ баланса, мои дорогие весы, потому что вот у нас тут дважды символ баланса. Во-первых, жонглер, который умеет и подбросить этот пентакль, и тут же его словить. Но наш жонглер еще и на качелях. Вот попробуй ты удержаться, правда? Может иногда казаться, елки, как мне это все надоело, как меня достало. А здравомыслие, интеллект вам как раз говорит: не, подожди, вот тут вот в этом месте ты так поосторожней, не гони лошадей, не создавай для себя каких-то слепых поворотов, потому что ты пока не знаешь.
Не знаешь, как сложится в последующем событие, или не знаешь, как сложатся обстоятельства. Баланс вам буквально помогает решить некоторые вопросы. Может быть, новые горизонты открыть. Вот смотрите, казалось бы, карта башня, карта трансформации, да, когда рушится эта башня, а мы ведь спросили, что вам помогает. Здесь, правда, могут быть вот все то, что я по первым 3 картам Таро говорила. У вас уже как остыло, отболело, отгорело, вы уже как будто ушли. Или вы приняли какую-то реальность, что ну да, это вот в данный момент оно именно так. Нравится мне, не нравится. Ну, сложилось таким образом. Так вот, с кем это сложилось? С чем это связано? Именно либо у людей, либо сама обстановка кардинально меняется. И вам это помогает. Может быть, это некоторый хаос какой-то, да? Или когда трансформация происходит в жизни вам знакомых людей. И это, тем не менее, вам буквально помогает. У кого-то может быть такая ситуация, когда банально по работе. Вы хотели, к примеру, получить должность, она была занята. И у человека поменяются, у какого-то человека меняются планы или обстоятельства жизни, он уходит с этой работы. Я привожу как пример. И вроде бы тут может быть даже связано с тем, что вы будете сочувствовать какому-то человеку. Но нам карта говорит, вот для тебя, весы, главное сейчас не участвовать в какой-то коренной перестройке в судьбах людей. Ты просто наблюдай. Тебе это помогает. Тебе как пространство расчищает, ну, такое поле свободное для твоих именно достижений. Потому что то, что меняется у людей, сама судьба выравнивает ваш путь. Может быть, избавляя от каких-то наносных моментов или от чего-то надуманного, или от чего-то запутанного. Потому что то, что было, к примеру, кем-то даже запутано, ну, значит, судьба тут тоже как-то будет оказывать влияние на этих товарищей, пытаясь, ну, воздействовать, чтобы они какие-то выводы сделали. И в зависимости от этих выводов, вот вам, может быть, и придется принимать решения и менять свои планы. Тут сам по себе аркан, который говорит, да, вроде как что-то рушится, а ты не пытайся вот ухватить. Отступи полшага назад, сохраняй себя и буквально наблюдай. Вам это помогает. Хотя по этой карте есть и такое значение – успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Тут будет очень важно от чего-то не отказаться, потому что все же первая карта – 2 пентаклей. Вот вам 2 пентаклей, и 3 – это всегда карта будущего. И если 2 мы как жонглируем еще, как будто вот через эту башню, через все то, что я перечислила, к вам приходит будущее. И будьте готовы, что вам, возможно, придется что-то изучать, готовить документы, получать какие-то сертификаты. Вы можете об этом даже не думать. Но, может быть, до середины июля будут какие-то уже к этому предпосылки, что вам придется действительно не только планы изменить, а изменить самих себя. Что будет продолжаться? Опять же, возвращаясь к этой листве. Но мы, как знаете, заняли оборону, конечно, по этой карте. В герметической колоде Таро это карта великой силы, великой мощи. Карта свидетельствует, что у тебя хватит сил. Хватит сил как и физических, так и моральных, интеллектуальных. Может быть, психологически какой-то ситуации запутанной отнестись очень здравомысляще. Конечно, это карта первых шагов. Первых шагов важного решения, когда, может быть, мы прежде чего-то боялись, мы не верили, а тут мы понимаем, наступает момент идти дальше. И эта карта точно так же будет свидетельствовать еще и о том, что пройден какой-то участок пути, когда вы себе, может быть, мы говорили до конца июля, будете пошагово говорить, ага, вот в этом деле я сделал все, что мог. А в этом вопросе я уже тоже выполнила все, что могла. Вот такие энергии могут присутствовать в вас. И это будет несколько растянуто по времени. Может быть и до конца июля. А возможно и в течение лета. Опять же мы говорим по Плутону. Что это такое? С чем это связано? Выпадает целая стопка карт, не удержала. Давайте перемешаем. С чем это связано? Что будет продолжено?
Двойка жезлов. Ну да, тут есть какая-то удерживающая вас история. Может быть, это не совсем отношения, хотя могут люди фигурировать, но жезлы – дела, работа, бизнес и деньги. Откуда к вам приходят деньги? Может быть, меняется, я такое тоже допускаю, как, например, если мы даже по финансам, новые системы взаиморасчетов или какие-то банковские вопросы. Возможность, как сами получение денег – один из способов, да, тут тоже может меняться. Или что-то по работе меняется. Вот вы видите, что даже если что-то вам не нравится, а вот как будто здравомыслие, а вы короли баланса, мои дорогие. Вот, видимо, это голос рассудка у вас будет очень сильно работать и очень правильно, потому что как вроде как и галопом бежать не надо. Вы это будете чувствовать, вот именно эту энергетику. Но и сказать, что бросил на полдороги или от чего-то отказался, нет. Есть какое-то рациональное зерно. И в вас будет очень хорошо работать интуиция. Слушайте себя. Тут, правда, как открывается будущее, но пока тут вот именно как в виде интереса, мои дорогие. И многообещающее будущее, десятка пентаклей. Как решить вопросы у кого-то по жилью, у кого-то по деньгам, у кого-то это межличностные отношения, дети, родители. Все же у нас тут семья изображена. В целом, отстроить свое благополучие совершенно в новом ключе. Давайте узнаем, что же там на личную жизнь и любовь, паш мечей. Я иногда говорю, по этой карте пора сворачивать. Тут, правда, может быть даже у кого-то именно через личную жизнь, решение конкретного человека. И пажи это у нас вестники, поэтому какая-то новость. Но это может быть и внутренний инсайт. То есть ваше какое-то решение. Когда словно мы прошли, вот как на этой карте, прошел наш паш, да, какой-то участок дороги. И словно останавливается. Вот мы так иносказательно, как будто останавливаемся, притормаживаем. И говорим: о нет, вот теперь мне нужно по-другому. Вот теперь я сворачиваю. С чем это связано? Какая история любви, личной жизни? Здесь у нас выпадает король пентаклей. Я не исключаю, что для кого-то, да, правда, тема, которая ваши достижения. Имеется в виду ваше, возможно, творчество. Среди вас много творческих людей. Пусть это будет интерес финансовый, я это тоже не исключаю. Решение, может быть, вопросов по банкам. Нам тут пока не про любовь. Но, тем не менее, посмотрите, очень часто король пентаклей ведь олицетворяет близких людей. Или возможность построить союз, надежный союз. Не случайно тут есть и кубок, буквально, и хлеб, мои дорогие. Вообще, у кого-то может совпадать. Может быть, с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии Земли. Телец, Дева, Козерог или имеет там асцендент. Но это может быть любой человек. Тот, который прежде, может быть, да, вы как остыли к какому-то вопросу. А здесь вам пространство возвращает это. Но вы уже в других энергиях. Если вроде как раньше горел, то теперь уже, нет вот этих сильных, страстных энергий, мои дорогие. А у человека они будут. Вот я такое не исключаю. Или человек в вас будет видеть желание, у кого-то так совпадет, опять же, кубок и хлеб, принять участие в вашей жизни. Или каким-то образом вам оказать содействие в том или ином вопросе, к примеру, документы. Или это финансы. Но способность делиться, я бы сказала так, сама по себе говорит карта. Праздник после победы входит в вашу жизнь. Вам, знаете, что-то будет... Вот такая фраза: щекотать самолюбие. Вот это или ваше честолюбие. Ну, и есть какой-то приятный момент. А возможно, он и будет останавливать вас от поспешных действий. Потому что вам в целом может захотеться чего-то другого. И пусть это личная жизнь, пусть это вопросы у кого-то бизнеса или того, что вы представляете. Будьте внимательны, мои дорогие, любимые весы, потому что конфигурация какая-то определенная складывается. И это связано не с нашим решением, а именно, не с вашим, имеется в виду, решением, а с решением других людей и одновременно складывающимися обстоятельствами вокруг вас. И вы понимаете, что тут надо и себе как бы не навредить, но и вроде как не отмахнуться, не отказать,
может быть, рассмотреть какую-то историю или как вариант, вот так и хочется сказать, что-то, тем не менее, рассмотреть, принять, пусть на какое-то время. И вы можете для себя устанавливать даже некоторые рамки, как внутренние границы, допустим, для самих себя, да, это то, кому вы ничего не, то, что вы никому не расскажете. Допустим, вот в этой концепции я готов или готова действовать, но если это доходит до какой-то такой определенной точки, известной вам самим, вот в этом пункте я не буду наступать на горло собственной песни. Вот какая-то такая сложная конфигурация. Буду благодарна вашим комментариям. Но, безусловно, на тот период, как мы смотрим, конец июня, июль, праздник после победы, пытается войти в вашу жизнь. Финансы. Король жезлов. Вы знаете, вы кому-то можете не верить. Тем не менее, это страстная любовь, да? Иногда проигрывается, потому что харизматичный лидер. Или это всегда руководитель. Тот, который отдает приказы. Может быть, и напрямую у кого-то будет связано с человеком, который занимает определенный пост или имеет определенный статус. И это каким-то образом оказывает влияние на вашу финансовую историю. Здесь могут быть контакты с лицами официальными, я не исключаю, но ведь по этой карте у нас, я часто говорю, идет такой момент, когда приказы нам отдают, да, или какие-то команды нам дают, а действовать придется нам самим. Вот какую-то работу за вас не выполнит никто. Хотя обещать могут, и у вас на это очень здравая такая позиция. Вы видите, кому можно доверять, на кого можно рассчитывать, но на кого и не стоит. И правда, тут от какой-то персоны будет вами получено, ну, как новость, сообщение, предложение, и вам придется что-то переиграть. Как видоизменить. Может быть, сроки, может быть, маршрут. Мы смотрим на деньги, может быть, напрямую у кого-то покупка билетов будет. Или когда у нас еще и отпуск, да, может быть, тоже, да, для кого-то из вас. А возможно, это будет связано с работой. Новая должность. Возможность ее как и получить, так и, в принципе, для себя открыть какие-то новые направления. Активные две карты. Так что же с деньгами? О, как! Да тут дорога к вашему успеху, изобилию, процветанию. Но вот все те карты, которые выпали, они говорят о том, что это не происходит как-то одномоментно. И по аркану Солнца 6-8 месяцев. Будет, может быть, в течение 6-8 месяцев, мои дорогие, постепенно, шаг за шагом, проясняется какая-то история по работе, у кого-то это может быть связано с личной жизнью. Все же старший аркан, он охватывает сразу несколько сфер, а не какую-то одну только. Поэтому 6-8 месяцев вы будете шаг за шагом отстраивать свое благополучие и новое качество жизни. А если про финансы, так это может быть как не только взлет по карьерной лестнице, да, мы говорили жезлы, так это, наверное, совершенно новый вид дохода, может быть, пассивный доход, может быть, для кого-то из вас с новой должностью оклад другой, или когда вы для себя, может быть, решая даже вопросы личной жизни, я такого тоже не исключаю. Тут есть ваша заинтересованность, если так говорить откровенно. Значит, в каких-то предложениях будет для вас более чем рациональное зерно. Не торопитесь. Ваши достижения. Вот все то, что я говорила. По рыцарю Пентаклей иногда продуманные люди идут. Продуманные, которые не бегут с низкого старта и, как мы говорим, с места в карьер. Не ныряют. Нет. Каждый шаг выверен. Каждый шаг осторожен. Каждый пентакль подсчитан, мои дорогие. Вот такие энергии вам предлагают карты на ваши достижения. Давайте мы достанем, с чем это связано, ваши достижения. Что ждет. А потому что, вот смотрите, тут что-то должно быть изящно завершено. И это не есть полное окончание. Это кажется только, что что-то завершается. Колода ведьмочек, обратите внимание, как будто поражена, да, 10 мечами. То есть что-то как болевая точка. И это быстро не проходит. Должно пройти время, чтобы это как нейтрализовалось в нашей душе. Тем не менее, жива наша ведьмочка. И вот она уже практически сейчас возьмет эту метлу, и произойдет волшебство. Что-то изменится.
Вот здесь вы будете что-то перестраивать, мои дорогие. Но, может быть, и вам что-то завершить придется. Будьте к этому готовы. А знаете, какие возможности к вам идут? Вот прежде были разочарования, потому что не было взаимопонимания. И, может быть, это где-то как по Венере, да? Ведь по Венере у нас идут именно как эмоциональное чувство, да? Вот сфера, фон. Точно так же и финансовый. И вам здесь говорят, что будет у тебя взаимопонимание, будет вот именно контакт какой-то налажен, как будто будут и деньги. Карта ни о чем не говорит с позиции, когда вы, как, знаете, становитесь жертвой, да, или приносите себя кому-то в жертву, или соглашаетесь на тот вариант, который вам совершенно не подходит. Нет. Это по этой карте мы иногда вынуждены искать компромисс. Есть такой момент. Но с пользой для самих себя. Так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Так, чтобы и не упустить какую-то возможность, но потом не сожалеть, понимаете? О том, что мы что-то упустили. Какое-то очень важное, сложное решение вам предстоит делать летом. Для кого-то из вас, вот иногда по этой карте, вообще-то Меркурий, да, вот все то, что я говорила, ретро-Меркурий, но Меркурий это планета-управитель Близнецов, а там сейчас Уран, поэтому меняются жизни в судьбах людей, а вы принадлежите, как и Близнецы, к знакам зодиака, стихии воздуха, поэтому вы эти перемены можете где-то чувствовать так немного болезненно, я этого не исключаю. А для кого-то из вас в вашей жизни будет напрямую участвовать человек, иногда это карта обозначает Близнецы или Дева. Может быть, у кого-то совпадет и так. Но вам самим, мои дорогие весы, предстоит, как знаете, становление мага. Магами не рождаются, магами становятся. И это всегда сложный путь, потому что через какие-то очень болезненные разочарования, и когда мы понимаем, что есть в нашей жизни те вещи, которые мы не можем, увы, изменить. Но в связи с обстоятельствами или какими-то событиями, одновременно нашими интересами, нам нужно что-то принимать. Знай, за что держаться или что удерживать, а что отпускать. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы. А я благодарю вас за ваши добрые комментарии, за вашу помощь и поддержку моего канала, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте статьи на моем сайте, ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.